Наш мир привык верить картам и официальным учебникам, считая, что на планете Земля почти не осталось белых пятен. Но прямо сейчас, под толщей африканских песков и занавесом строжайшей секретности, скрываются следы совсем другой истории. Места, которые были стерты с современных цифровых спутниковых карт и официально объявлены безжизненными зонами. Здесь действуют законы тотальной военной цензуры, а любые попытки независимых исследователей приблизиться к этим границам немедленно пресекаются силами безопасности, оставляя искателей правды ни с чем перед закрытыми блокпостами. Но почему правительства разных стран так отчаянно пытаются скрыть то, что осталось от древних могущественных цивилизаций? Что за пугающие артефакты и монументальные руины скрывают эти суровые ландшафты, недоступные для объективов телекамер? Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется нарушить десятки запретов и заглянуть туда, куда путь человеку заказан. Мы восстановили облик этих засекреченных объектов на основе редких уцелевших документов, архивных чертежей и свидетельств. Приготовьтесь увидеть то, что цензура пыталась похоронить навсегда. Наше расследование начинается прямо сейчас. Перед нами открывается география тотального молчания. 6 закрытых точек на карте Черного континента. 6 архитектурных комплексов разного времени, доступ к которым сегодня карается уголовным преследованием. От древнейших циклопических кладок, чьи строители неизвестны, до мрачных фортов колониальной эпохи. Каждый из этих объектов охраняется не столько ради безопасности туристов, сколько ради сокрытия неудобной правды. Правда заключается в том, что официальная хронология этих мест полностью противоречит тому, что лежит в руинах. Власти заявляют, что здесь нет ничего, кроме пустой породы, опасного рельефа и заброшенных аварийных построек. Однако архивы, чудом уцелевшие после военных переворотов, говорят о масштабных исследованиях прошлого века. Исследованиях, которые были экстренно свернуты, а сами территории обнесены колючей проволокой и стерты из баз данных. Наш маршрут начнется с глухих, необитаемых районов, где среди скал затерялись первые безмолвные свидетели. Мы покажем вам суровые стены, которые помнят шаги тех, кого официальная наука до сих пор отказывается признавать. Открывая этот занавес цензуры, мы шаг за шагом восстановим подлинный облик запретной африканской архитектуры. Вглядитесь в эти камни. Локация номер 1 уже перед вами. Начнем погружение в самую охраняемую тайну века. Локация номер 1 скрыта в самом сердце выжженной пустыни, где среди дюн высится массивный каменный форт. Эти стены были возведены в конце XIX века, став свидетелями жестоких и негласных колониальных войн. Сначала объект выполнял роль оборонительного узла, но вскоре архивные упоминания о нем внезапно оборвались. Картографы закрыли этот сектор, а военные ведомства наложили на любые архивные упоминания гриф строгой секретности. Местные проводники наотрез отказываются приближаться к этим руинам, уверяя, что периметр до сих пор патрулируется. Но что именно заставило колонизаторов спешно бросить столь монументальное и дорогостоящее фортификационное сооружение? Ответ кроется в конструкции фундамента. Под стандартной кладкой XIX века обнаружились куда более древние слои. Старые отчеты инженеров свидетельствуют, что форпост строился на базе массивных доисторических каменных платформ. Попытка раскопать эти скрытые подземные ярусы привела к серии необъяснимых инцидентов и полной консервации зоны. Оставив объект на растерзание ветрам, цензура попыталась навсегда стереть саму память об этих странных фундаментах. Подземные уровни пустынного форпоста так и остались запечатаны тяжелыми бетонными плитами под слоем. Переводя взгляд на тысячи километров к югу, мы натыкаемся на вторую закрытую зону, скрытую в лесистых холмах. Здесь, вдали от обитаемых поселений, высится комплекс огромных вертикальных мегалитов неизвестного происхождения. В колониальных картах начала XX века этот район обозначался как «священное место древних племенных табу». Первые европейские исследователи попытались нанести эти массивные каменные фундаменты на генеральный план региона. Однако сразу после первых эскизов и замеров экспедиции получили жесткий приказ из метрополии свернуть работы. Территория вокруг мегалитов площадью в десятки квадратных километров была объявлена закрытым государственным заповедником. Заповедником, в который по сей день полностью закрыт въезд как ученым-археологам, так и обычным туристам. Официальный повод для цензуры – охрана редких видов местной флоры и фауны от внешнего разрушительного воздействия. Но реальные архивные спутниковые снимки фиксируют здесь остатки огромного доисторического города из монолитов.
Гранитные монументы уходят корнями глубоко под землю, образуя единую сеть искусственных террас и платформ. Даже без применения современных инструментов видно, насколько монументальной была эта заброшенная цитадель. Но вместо того, чтобы стать мировым достоянием и туристическим центром, этот сектор запечатали на долгие десятилетия. На старых военных картах середины прошлого века вся эта долина была обведена жирным красным маркером. Любые попытки сделать качественные панорамные снимки с воздуха прерывались глушением радиосигналов аппаратуры. Цензура тщательно следила, чтобы ни одна четкая фотография этих руин не попала в открытые международные издания. Почему масштабные сооружения прошлого вызывают такой панический страх у современных геополитических игроков? Возможно, потому что возраст этих построек полностью разрушает привычную картину развития человеческого общества. Проще объявить территорию закрытым полигоном или опасной зоной, чем переписывать тысячи томов исторических догм. Исторический контекст этих двух локаций доказывает, запреты создаются там, где камни начинают говорить слишком громко. Но колониальные форты и заброшенные мегалиты лесной зоны – это лишь первый, самый верхний слой глобальной цензуры. Время безжалостно стирает внешние детали, но сами монументальные основы древней архитектуры остаются незыблемыми. Старые архивные папки, запечатанные в середине прошлого века, содержат детальные схемы этих скрытых от мира фортификаций. Каждая строчка в этих документах указывает на то, что исследуемые объекты превосходили любые известные технологии своего времени. Вместо открытых научных дискуссий международное сообщество предпочло просто закрыть эти секторы для посещения. Были созданы фиктивные охранные зоны, природные резерваты и закрытые полигоны, куда гражданским лицам въезд закрыт. Под предлогом заботы об экологии или безопасности ученых целые главы африканской истории оказались вырваны из общего контекста. Но если первые две локации скрывали тайны далекого прошлого, то следующие зоны ведут нас в пугающее настоящее. Современные геополитические игроки унаследовали методы колонизаторов и возвели вокруг них новые барьеры молчания. С каждым километром вглубь континента запреты становятся все жестче, а охрана объектов все более агрессивной. От старых камней, помнящих первых строителей, мы переходим к рубежам, которые охраняются с использованием современных технологий. Цензура больше не прячется за историческими недомолвками. Теперь она использует колючую проволоку и патрули. Впереди нас ждут 3 территории, где индустриальные интересы и государственные тайны сплелись в один узел. Там, под мантией строжайшего запрета, скрываются объекты, которые напрямую влияют на современный баланс сил. Блок исторического контекста завершен. Пришло время открыть карты 3-й, 4-й и 5-й запретных локаций. Мы пересекаем невидимую черту и оказываемся в 3-й локации, где природные катаклизмы соседствуют со строжайшим запретом. Официальные ведомства наложили вето на посещение этой огромной территории, объявив ее зоной экологического бедствия. Сюда стянуты инженерные подразделения, а по периметру выставлены старые форпосты, спешно переоборудованные под современные нужды. Но за сухими формулировками отчетов скрывается нечто большее, чем просто промышленное загрязнение или опасный рельеф местности. Спутниковые радары фиксируют в этом секторе массивные подземные пустоты, укрепленные древней каменной кладкой. Попытки изучить эти скрытые полости предпринимались еще в колониальную эпоху, но все изыскания завершились внезапной эвакуацией. Территорию экстренно обнесли кордонами, перекрыв доступ к древней дренажной системе, уходящей на километры вглубь. Цензура утверждает, что въезд закрыт исключительно ради безопасности самих исследователей и сохранения хрупкой экосистемы. Однако тяжелая строительная техника, периодически заезжающая за периметр, говорит о проведении совсем других работ. Завеса молчания вокруг 3-й локации лишь подтверждает: здесь хранят секрет, способный изменить представление о ресурсах материка. От природных аномалий мы продвигаемся дальше, к 4-й локации, затерянной в безжизненных скалистых каньонах. Эта огромная территория находится под полным контролем закрытых транснациональных корпораций и военизированной охраны. Официально здесь расположены истощенные урановые рудники и заброшенные алмазные прииски начала прошлого столетия. Но въезд сюда закрыт не столько из-за коммерческой тайны, сколько из-за находок, сделанных при бурении. Пробивая тяжелыми бурами скальные породы, инженеры наткнулись на гигантские монолитные залы глубоко под землей. Свидетельства очевидцев говорят, что эти подземные ярусы были высечены из единого куска прочнейшего базальта.
Вместо того, чтобы передать уникальные открытия ученым, руководство корпорации спешно засекретило все шахтные стволы. Местных рабочих под угрозой тюремного заключения заставили подписать документы о полном неразглашении увиденного. Госинспекторы и международные наблюдатели годами не могут получить официальные разрешения на пересечение этого периметра. Интересы крупного бизнеса и государственной цензуры слились здесь воедино, чтобы надежно спрятать подземные монументы прошлого. Пятая запретная локация уводит наше расследование прочь от материка, на одинокий скалистый остров в океане. Доступ к этой заброшенной суше полностью перекрыт береговой охраной, а гражданским судам запрещено бросать здесь якорь. В XIX веке здесь располагался колониальный карантинный форпост и старая каменная тюрьма для особо опасных мятежников. Однако истинная причина современной изоляции острова кроется в результатах недавних картографических экспедиций. При сканировании прибрежного шельфа под фундаментами форта были обнаружены массивные, идеально ровные гранитные молы. Эти подводные сооружения уходят далеко на глубину, полностью опровергая официальные версии о геологии этого региона. Военные ведомства отреагировали молниеносно. Гражданский научный персонал был эвакуирован с острова в течение суток. Официальная цензура объявила остров полигоном для утилизации старых боеприпасов, чтобы навсегда закрыть сюда доступ. Но уцелевшие отчеты гидрографов доказывают, под старыми казармами скрыт проход к древней гавани неизвестной эпохи. Так, под охраной военных кораблей остров продолжает хранить свою монументальную тайну от любого постороннего взгляда. Островные форты, закрытые рудники и токсичные кордоны складываются в единую, пугающую систему глобального контроля. Каждый из этих секторов был изолирован под своим уникальным и тщательно проработанным официальным предлогом. Но если отбросить бюрократические ширмы, везде прослеживается один и тот же характерный почерк военной цензуры. Как только изыскания натыкаются на монументальные следы неизвестного прошлого, доступ к объекту моментально блокируется. Финансирование открытых научных программ в таких зонах прекращается, а полевые дневники археологов изымаются. Вместо детальных отчетов в научных журналах появляются скупые пресс-релизы об очередных закрытых учениях. Нас пытаются убедить, что за колючей проволокой находятся лишь аварийные постройки и пустая, безжизненная порода. Однако собранные нами архивные данные и инженерные планы доказывают прямо противоположное. Под вековой пылью и слоями грубого бетона скрываются свидетельства технологий, опередивших свое официальное время. И эта масштабная правда охраняется современными структурами куда строже, чем любые государственные границы. Механизм цензуры работает безупречно, опираясь на сеть заброшенных, но все еще охраняемых кордонов в горах. Независимые экспедиции раз за разом натыкаются на непреодолимые юридические и физические барьеры. Официальные запросы в Министерство обороны тонут в бесконечных бюрократических кругах и отказах. Информационный вакуум вокруг этих объектов создается намеренно, чтобы исключить любую утечку подлинных данных. Но чем жестче запреты, тем очевиднее становится масштаб того, что пытаются скрыть под слоями секретности. Каждая закрытая зона из нашего списка — это деталь огромного пазла, который не должен быть собран воедино. Картографические сервисы продолжают замазывать эти квадраты, выдавая их за обычные песчаные карьеры или пустоши. Однако упрямые факты просачиваются сквозь любые барьеры, заставляя нас искать ответы дальше. 5 локаций, которые мы исследовали, наглядно продемонстрировали изощренность современной системы сокрытия. Но главное, 6-я точка на карте превосходит все предыдущие по уровню секретности и масштабу охраны. 5 изученных нами зон наглядно показали, как умело маскируются следы ушедших эпох. Но все эти кордоны, прииски и закрытые острова блекнут по сравнению со следующим объектом. Впереди нас ждет финальная, 6-я локация — эпицентр всей африканской системы секретности. Там цензура вышла на совершенно иной уровень, задействовав беспрецедентные меры изоляции. Объект, к которому мы приближаемся, официально вычеркнут из всех открытых международных реестров. Территория вокруг него объявлена зоной абсолютного отчуждения, закрытой даже для военных полетов. Какие именно монументальные конструкции скрываются за этим глухим, непреодолимым занавесом молчания? Что заставило ведущие мировые державы объединить усилия ради сокрытия одного единственного комплекса? Мы собрали последние крупицы информации, чтобы восстановить истинный облик этой запретной цитадели. Приготовьтесь.
Мы открываем главную тайну, которую цензура пыталась похоронить навсегда. 6-я локация — это вершина всей системы африканской цензуры, скрытая в самом неприступном горном районе. Здесь, на стыке глухих тектонических разломов, высится колоссальный комплекс древнейших каменных фортификаций. Этот объект не просто закрыт для посещения, он полностью вырезан из всех официальных топографических карт. Масштаб этих стен и точность обработки камня поражает воображение любого, кто видел редкие архивные снимки. Строители этой цитадели использовали многотонные блоки, которые идеально подогнаны друг к другу без какого-либо раствора. Именно эта невероятная монументальность и заставила правительственные структуры экстренно изолировать весь горный хребет. Обнаруженные здесь в середине 20 века инженерные шахты вели глубоко внутрь прочнейшего гранитного основания. Вместо проведения открытых международных симпозиумов доступ к раскопкам был заблокирован военными в течение недели. Цензура объяснила свои действия обнаружением опасных подземных газов и нестабильностью древней каменной кладки. Однако стянутые к периметру радарные комплексы говорят о том, что объект под землей до сих пор функционирует. Радарное сканирование выявило, что под внешними древними стенами скрывается сложнейшая инженерная система. Многовековые гранитные плиты служат лишь защитным панцирем для огромных залов, высеченных прямо в скальной породе. Первые исследователи, задокументировавшие эти ходы, упоминали идеальные пропорции и полное отсутствие следов копоти, словно эти подземные галереи создавались не для жилья, а для размещения массивных и тяжелых механизмов прошлого. Когда эти данные дошли до высших эшелонов власти, гражданская наука потеряла всякий доступ к объекту. Вокруг горного плато спешно возвели кольцо наблюдательных постов, заброшенных сегодня, но сохранивших колючую проволоку. Информационная блокада была настолько плотной, что сегодня даже упоминание координат этого места изъято из баз. Официальные структуры продолжают упорно твердить, что в этих безжизненных горах нет ничего, кроме диких скал. Но упрямые факты и спутниковые архивы прошлых лет говорят об обратном. 6-я локация хранит главный секрет материка. Секрет, ради сокрытия которого цензура пошла на беспрецедентный шаг – полное стирание истории целого региона. 6 запретных локаций, разбросанных по всему африканскому континенту, наглядно доказывают существование единой системы сокрытия. От пустынных форпостов до затерянных в океане островов. Везде цензура наталкивается на одни и те же архитектурные следы. Эти старинные стены и массивные руины хранят в себе память о технологиях, которые никак не вписываются в современные учебники. Именно поэтому правительства разных эпох и государств шли на любые меры, чтобы изолировать данные секторы. Перекрывая дороги, выставляя кордоны и замазывая спутниковые карты, они пытались заставить человечество забыть свое подлинное прошлое. Однако камень оказался прочнее любых бюрократических запретов и временных политических режимов. Выветренные временем блоки и монументальные платформы продолжают безмолвно свидетельствовать о великих цивилизациях древности. Сегодня, благодаря анализу уцелевших архивов и современным технологиям, мы можем заглянуть за этот плотный занавес молчания. Нам удалось восстановить облик этих засекреченных объектов, невзирая на десятилетия строжайшего контроля и дезинформации. И то, что предстало перед нашими глазами, полностью меняет привычный взгляд на историю человеческого общества. Секретная Африка — это не выдумка конспирологов, а осязаемая реальность, застывшая в камне, граните и базальте. 6 локаций, закрытых под строжайшим запретом цензуры, оказались лишь видимой частью огромного исторического айсберга. Рано или поздно любые искусственные барьеры рушатся, а запечатанные архивные папки становятся достоянием общественности. Правда обладает удивительным свойством. Ее невозможно прятать вечно под замками заброшенных колониальных блокпостов. Наше расследование приоткрыло лишь первую страницу этой замалчиваемой хроники, заставив по-новому взглянуть на ландшафты континента. Изучайте факты самостоятельно, задавайте неудобные вопросы и никогда не принимайте официальные ширмы за абсолютную истину. Ведь самые главные открытия всегда ждут тех, кто готов перешагнуть через границы установленных кем-то запретов. Спасибо, что прошли этот путь вместе с нами. Подписывайтесь на канал. Настоящая история только начинает открываться. Этот путь вместе с нами. Подписывайтесь на канал. Настоящая история только начинает открываться.